Приветствую вас! Этот необычного вида трехколесный автомобиль, больше похожий на большой утюг, по сути появился в США благодаря случаю. Его создателем стал Глен Гордон Дэвис, до этого торговавший подержанными машинами. В один из дней он был настолько впечатлен трехколесным родстером The Californian, созданный по индивидуальному заказу миллионера и гонщика Джоэла Торна, будущим дизайнером автомобилей для гонок Индианаполис 500, Фрэнком Кертисом, что он решил во что бы то ни стало приобрести данный автомобиль у миллионера и начать свое собственное производство машин. Ведь созданный на его базе автомобиль сулил неплохие деньги, так как покупатели автомобилей охотно интересовались такими машинами, у которых было бы что-то новое. Но так как Джоэла Торна не интересовали предложенные Дэвисом деньги, Дэвис подстроил аварию и заполучил битый автомобиль у миллионера всего за $50. Теперь, когда у Гордона Дэвиса появился автомобиль, с которого можно создать свой собственный, ему пришлось нанять инженеров во главе с Питером Весбургом, который до этого работал в компании Douglas Aircraft в Санта-Монике. Все они вместе в созданной компанией Davis Motor Car приступили к созданию первых двух прототипов автомобилей, которые решили назвать Davis Diven. Первые два прототипа, построенные в 1947 году и получившие имя D1 Малыш и D2 Дельта, получились весьма интересными для послевоенного времени. Ведь в этих машинах имелось много инноваций, в том числе в плане аэродинамики. Davis Diven имел легкий аэродинамический кузов из 11 панелей, из алюминия и цинка, а также стальную лестничную раму, основанную на трехколесном шасси. Силовым агрегатом, способным разогнать автомобиль до 160 км в час, служил установленный в передней части 2,5-литровый рядный 4-цилиндровый бензиновый двигатель «Континенталь», работающий в паре с трехступенчатой механической коробкой передач «Борг-Варнер». 63-сильный мотор передавал крутящий момент на 15-дюймовые задние ведущие колеса, крепившиеся к раме на рессорах. А при помощи одного единственного переднего колеса на пружинной подвеске и руля водитель управлял автомобилем, который обладал к тому же неплохой маневренностью. Но самыми фишками этого автомобиля были дисковые тормоза, скрывавшиеся фарой, и гидродомкраты, встроенные в каждый из углов для облегчения замены шин, и которые были скрыты под кузовом. Кроме того, один из прототипов имел жесткую съемную крышу из стеклопластика. Внутри салона имелся только один единственный диван, на котором кроме водителя помещалось еще 3 пассажира. Сзади автомобиль имел широкий багажник для вещей. Но так как выпуск автомобилей весьма затратное занятие и требовало огромных вложений средств, которых у Дэвиса не хватало, то им была организована рекламная кампания в отеле «Амбассадор» в Лос-Анджелесе для привлечения инвесторов, где он и представил свой инновационный автомобиль, цена которого в то время составляла $1000. Благодаря хорошо проведенной рекламной акции Davis Diven положительно повлиял на интересы автомобильных инвесторов, пожелавших вложить средства в производство данного автомобиля. И компания Дэвиса уже была готова приступить к серийному производству. Но, к сожалению, вскоре возникшие проблемы на производстве привели к тому, что сроки поставок автомобильным дилерам откладывались все дальше и дальше. Обеспокоенные этим, инвесторы стали требовать возврата своих средств. Не остались в стороне и сами работники компании, которые требовали выплаты тех средств, что им обещали. Но так как сам Дэвис был не в состоянии погасить все долги, то был приговорен в 1951 году окружным судом к 2 годам в трудовом лагере, а компания и все ее активы пошли на погашение долгов. Но, к счастью, 12 из 13 построенных автомобиля, включая 2 прототипа, не ушли в небытие и не были пущены на лом. И остаются все еще на ходу, хотя прошло уже много лет. Какие-то из них в музеях, а некоторые в руках коллекционеров. А если мой ролик вам понравился и был полезен, не забываем ставить лайк под этим видео. Также приветствуются ваши комментарии. Желаю вам всего хорошего. Пока.